Отмена спецоперации. Сажать людей за то, что они кого-то любят, вау, классно. Нужно учитывать, что страны другие меньше по площади. Но жизнь улучшилась. Все и так хорошо. Наследие культурное таким образом будут убивать. Это абсолютно шизофренический закон. Но мы стали жить дольше. Чего уж там лукавить. При коммунистической партии жизнь была легче и правильнее. Украина, так она же сама вроде бы захотела, нет? Присоединиться к нам. Какие законы, принятые за последние годы, улучшили как-то вашу жизнь? Абсолютно никакие. Все законы принимаются или тайные против русского народа, или какая-то лабуда принимается, которая ничего не дает людям. А какие законы приняли бы вы? Законы? Тот, что Путин не захотел закон принимать, что русский народ является государствообразующим народом. Как-то улучшили нашу жизнь. Улучшили? Да, пожалуй, вот улучшить не могу. Что теперь ты боишься фигню всякую в интернете смешную писать? Это да, это правда. А вот то, что как-то улучшили, нет. Честно, у меня вот пока идей нет, но как минимум парочку отменить можно было бы. Отменили бы какие? Закон об экстремизме, опять же, в первую очередь, потому что это абсолютно шизофренический закон, который ориентируется на, на какие-то лампочки и тараканов внутри голов великих, который, не регулирует, он не прописан же, опять же. Банальную 228-ю статью, то есть, например, декриминализацию. А вы какие бы приняли, какие отменили? Декриминализация. Это одно из главных, потому что у нас за легкие наркотики сажают так же, как за убийство. Так что, думайте сами. Все. Вообще очень много. Во-первых, эти два молодых прекрасных человека сказали все за меня. Как всегда, мозг один на двоих. Но в остальном, да. Меня, например, беспокоит тема ЛГБТ. То, что у нас ее просто втаптывают в грязь как можно сильнее. В этом нет ничего такого, чтобы втаптывать так просто. Сажать людей за то, что они кого-то любят, вау, классно. Ой, вы знаете, я как-то не слежу особенно. Я пенсионер работающий. Что-то там, какие-то прибавки к пенсии были. Но я не знаю, это закон? Является ли это законом? Да. Нет. А какой бы закон вы отменили или приняли? После того, как мы приняли вот эти поправки к Конституции, я думаю, что тут все, что хотели принять, приняли. А что лично я бы добавил, закон все-таки, если такой возможен, о помощи ветеранам, ветеранам войн, мне кажется, недостаточно они получают то, что они заслужили. Закон пособие стали давать детям. Вот это все нормально. Потом, что еще? Много чего было лучше. Кредиты там какие-то можно взять. Какие-то кредиты можно списать. Раньше же нельзя было списать, правильно? Сейчас можно списать, можно там еще что-то. Но жизнь улучшилась. Какие законы, принятые за последние несколько лет, как-то улучшили вашу жизнь? Ой, сейчас все и не вспомнишь. Закон бы надо принять такой, чтобы наворовал миллион. И все, и в землю. Законы? Да, я даже, если честно, я не знаю. И сейчас мне живется крайне неплохо, поэтому в целом я доволен. Какой закон приняли или какой-нибудь отменили бы? Да, я бы пока все как прежде оставил бы, пока что. Потому что все и так хорошо. Нет, есть один закон, который готовится принять в отношении археологии, который просто на корню ее изведет. Вот, собственно. А какой бы закон вы первым делом приняли бы и какой отменили? Вы знаете, сложно сказать, я как-то не очень задумывался над этим вопросом. Меня сейчас волнует то, что они собираются сделать с археологией. То есть заказчик сам будет решать, нужно проводить раскопки или нет, а это полный бред, раскопок не будут снесены памятники. И, собственно говоря, все. Наше наследие культурное таким образом будут убивать. Вот. Улучшение жизни здесь получилось, это одно с внешней стороны, а вот с внутренней. Вот я, допустим, я 41-го года рождения. Я считаю, что человек раньше при коммунистической партии, я не буду их ни хаять, ни хвалить, но жизнь была легче и правильнее, и люди были здоровше, питание было хорошее.
Первый, но отменил бы срочную армию, соответственно. Потому что я против службы срочной, я за контрактную. Ну, честно говоря, не знаю, только, пожалуй, повышение, так сказать, пенсионных обеспечения. Вот это, наверное, прежде Возраста всего. или добавки? Надбавки? Нет, добавки, конечно. Это же не является законом. Ну, тогда не знаю, честно говоря, какие еще могут улучшить. В общем, так, принципиально ничего такого не улучшило. Есть, конечно, может быть, отдельное улучшение, но, честно говоря, я как-то не придавал значения по юридическим вопросам, ну, в смысле, что закон улучшает конкретно, не акцентировал на этом внимание. А вот если бы у вас была такая возможность, какой закон вы бы приняли и какой бы отменили? Ну, принял бы закон, наверное, позволяющий улучшить жилищные условия. Это, прежде всего, так сказать, ипотека, чтобы была не только льготная, а вообще доступная для всех семей. Какие законы, принятые за последние годы, как-то улучшили вашу жизнь? Мою? Не знаю. Моя жизнь не меняется, в принципе. Хотели бы перемен? Ну, конечно, все мы хотим перемен. Перемен к лучшему хотят, наверное, только дурак не хочет. Да, никакие. Я достаточно взрослый человек уже, поэтому несколько властей я уже пережил. Вот. В том числе царя. Да. И, в общем-то, я не увидел, чтобы хотя бы одна просто вот рвала тельник за то, чтобы простому народу было лучше. Сейчас можно делать, чтобы не было хуже. Ну, вот. Будем жить, как в фильме. У вас такая возможность. Представьте, принять какой-нибудь закон и какой-нибудь отменить. Вот что бы это был за закон? Отмена спецоперации. Вы знаете, я бы принял еще законы о возвращении профсоюзов для пожилых людей, санатории, то, что было при Советском Союзе, бесплатное жилье, бесплатная медицина, бесплатное обучение. Все это, к сожалению, на самом деле куда-то делось. Вот это бы закон, вот эти права людей советских наших и русских людей, права на достойную жизнь, достойную старость, достойное обучение, достойное лечение, бесплатное. Я бы вернул. Вот этот закон был бы... Как вы думаете, вообще власть, она... Вот 20 лет у нас одна и та же власть, которая, в принципе, обещает все, что вы говорите. И как вы думаете, вот за 20 лет обещания она этого не сделала. Сделает ли в будущем? Вы знаете, я не могу сказать, потому что не обладаю даром провидения. Вот. Но вот та тенденция, которая идет к хорошей жизни, мне дает основание полагать, что ничего пока светлого я не ожидаю. Просто иду, спад. Идет и все. Спад. Это не потому, что я там какой-то ретроград, что-то еще. Нет, ни в коем случае. Я люблю Россию. Я люблю русский народ. Я хочу жить хорошо. До Европы мы всегда мечтали дотянуться, так-то не дотянулись. И те права, которые обладают европейские, даже восточные страны европейские, уже не говоря о западных, я уже дальше там не летаю, у них на данный момент все-таки что-то чуть-чуть, как говорил Ракин, получше. Никакие. Совершенно никакие. Как вы считаете, какие законы надо принять? Большим пенсионерам бы давали, а то тратят на все и на всех. А пенсионерам так пенсия как была, так и есть. Ничего. Мне все равно, в принципе, на это никак на мою жизнь это не влияет. Вообще законы не влияют? Нет. Никак. Никакие? Нет. Относительно всего того, чтобы внесли вот новую конституцию, потому что президент имеет бессрочное количество шансов и может дальше как бы... Это отменить? Да. А принять? Принять повышение пенсии для пенсионеров, пересмотрение нового закона вообще по помощи населению. Вообще мы не очень политикой интересуемся, поэтому не можем ответить на ваш вопрос. Но жизнь ваша лучше стала? Да пока что незаметно. Не изменилась. А вот вы родились, выросли при Путине, вам дальше жить. Вот как-то хотели бы другого какого-то будущего, понимания, какой-то стабильности, улучшений? Улучшений в плане чего? Уровня вашей жизни. Ну, я считаю, что уровень жизни зависит конкретно от человека, а не... Ну, ты же не можешь прийти к президенту и сказать, измените мой уровень жизни. Ты должен сам, во-первых, что-то сделать для этого. Поэтому тут спорный вопрос. Да, я согласна. Я считаю, что у нас в любом случае страна развивается, это очень хорошо. Даже если сравнить, за последнее время очень сильно
поднялась и транспортная доступность. Ну, по крайней мере, на уровне Москвы, если сравнивать. Ну, и мы не смотрим регионы, да. Почему мы не смотрим регионы? Россия-то большая. Ну, потому что за она очень каждый... большая. Да. Нужно учитывать, что страны другие меньше по площади, значительно меньше. А наша страна очень большая. Если у нас такая большая страна, зачем нам присоединять другие? Конкретно? Ну, например, Украина. Украина, ну, так она же сама вроде бы захотела, нет? Присоединиться к нам. Потому что тогда уже несколько месяцев никак не присоединиться, Ну, если хотела. Давайте про то, что есть на данный момент, да. И вообще уровень жизни каждого округа, так скажем, России зависит от того, кто там руководит. В любом случае очень сложно курировать вот эти вот все мелкие моменты. Сходу не вспомню. Нет таких. Вы меня провоцируете на неправильный ответ. А есть правильный и неправильный ответ? Ну, если законы есть, и они приняты, я просто их не помню. Я не могу вам так сразу ответить, не знаю. Может, есть какой-то, какой вот вас закон порадовал? А какой-нибудь какой огорчил, например, вот чтобы вы отменили его или Вот приняли? огорчил точно нету. Нет. Пенсионный возраст, например. Но мы стали жить дольше. Чего уж там лукавить? Я бы не сказала, что в чем-то я ощутила какое-то улучшение особенное. Не могу так сказать. Это законы, которые вот Госдума сидит, принимает, как-то они улучшают вашу жизнь? Вы хотите сказать законы? Ну, я на пенсии. То, что прибавляют, это копейки. Абсолютно нет. Повышение цен все съедает. Поэтому я бы не сказала, что какое-то улучшение есть. Не слежу за законами, если честно. А как живете-то? Ну, вернее так, я сдавал ЕГЭ по обществознанию, поэтому весь год учил Конституцию. Конституцию я вроде знаю. А так изменения законов особенно не слежу. Изменение Конституции улучшило вашу жизнь? Да, в общем, нет. Наверное, нет. Но я думаю, что если там что-то изменили, значит, так надо было. Кому? Людям или кому-то конкретному? В начале Конституции сказано, мы, многонациональный народ России, принимаем Конституцию, поэтому людям, да. А как вы думаете, люди готовы, что у них будет несменяемый президент всю свою оставшуюся жизнь? Понравилось ли им вот это изменение? Не знаю, не могу сказать.